Короче, у меня есть две акции 378-го бронепредприятия, которые имеют максимальную площадь и находятся в непокорной степи. Так вот, мы тут с пацанами поднимаем нехилые бабосики. И порой можем даже купить себе 1 единицу дерева, между прочим. Можно было бы продать акции и выручить по ляму с лишним, но мы лучше подождем лет 40 и выйдем в плюс. Но дело не в этом. Существо, которое держит при себе золото, равные выручке за 5 месяцев от нашей предпы, внезапно вышло на поле КСЗС. Что-то, конечно, подсказывает, что его спавн вышел не совсем корректным. Стену, блядь, открой! Визуальная половинка бобра не смогла даже сделать шаг, но нашим героям было изначально не до него. Вот как только был четко определен победитель на поле, вот тогда и бобер получил свою горсточку внимания. Я тебя сейчас через стену вынесу! Отметим, что золотишко было поделено в равной степени на всех. То есть за один бой каждый из ребят получил, как мы за месяц с предпы. Для тех, кто не знает, кто такой Рокфеллер, он сделал свое состояние, когда продавал подешевле и покупал подороже акции. Дуэлька в гильдии тактиков на 21 уровне. Слева НПС Рашерша, справа степной дефер. Каждый ГВДшник прекрасно знает, что эльфы это своего рода читаки. Если рогу поперло, то пиши пропало. Но есть еще одно существо в игре, которое вымораживает не меньше, а точнее отправляет спать. Это показательный бой, где поперло князьям вампиров. Сначала они усыпили кентавра, затем подошедшего Палыча. Ну и циклоп тоже отправился баиньке. А Палычу с кентом была еще разок продлена подписка на сон. 7 срабатываний обилки за бой на ключевых стеках. Общая потеря 2 дракона и 3 духа. Тебя как звать-то? Степан? Ты только сиди тихо и не дергайся. Хорошо? Хорошо. Арена малого турнира на 19 уровне. Слева темный эльф-укротитель. В перках у него тактика и аура скорости, а наездники поделены на 2 стека, что подразумевает скорейший прорыв в стан противника. Справа же ДТ с приличными статами в колдовство и по перкам фуловую магию тьмы со скидкой на заклинания и увеличение маны. Вместо прыгунов он набрал и поделил на 2 стека дьяволят, которые по задумке должны постараться лишить Тео призывов. Укротитель это понимает, и Мегерой сносит одного чертенка, но второй же успевает откачать ману. Разбег ящера позволяет хоть как-то преодолеть деф коней, который после прожатой обороны улетел за 100. Ответка без статов атаки приходит весомая. Прямо до слез. Но основные приколы от ДТ на подходе. Искуски берут под гипноз Мегер, и интересно выстраивается шкала. Герой Тео обогнал одну искусительницу, а ему бы нужно сделать призыв, и он его делает. Но тут же лишается контроля над Гарпией, и по всей видимости сам немного теряется, так как отправляет хозяйку в инвиз. Но рядом-то с ней стоит на данный момент вражеская Гарпия, которая инвиз снимает. Подожди минуту, я перевариваю реальность демонов. И пошло-поехало. Мегера дамажит одного наездника, Гарпия второго. Все это приправляется травлей, но какой-никакой ящерский разбег поощряется удачей по пещерке, у которой деф тоже переваливает за 100. А в арсенале ДТ есть еще и Берс. Этого нам только не хватало. После удара Гарпии по минам Тео перепризывает пауков, и фактически это последний призыв, так как у дьяволят получилось вытянуть в сумме 18 маны. Минотавр же получает удар в спину от хозяек. Вторая хозяйка в замесе. К мину дополнительно клеится Мегера. Тем не менее, у него получается прорваться к искускам и внести необходимый дамаг. Мегера отправляется к пауку, на которого также летит берсерк. Меж тем наездник на всех парах сносит арха со сверкающим БД, а контроль над Мегерой и Берс делает свое дело. И хоть от своих собственных войск Тео пришлось ощутить весомый дамаг, внес по ДТ он тоже нехило. Мяса осталось немного и нужно дожимать. Но без паучка. Тот теперь в ослепе. Да отстаньте вы от меня! Минус пещерка. Удачный удар по коню, и одна из искусок отдыхает. Остается совсем немного. Минотавру, как основному шашлычку, приходится ощущать на себе приправу из берсерка, которая сносит хозяйку. Оставшаяся же хозяйка уходит в инвиз. Но конь не позволяет ей долго там находиться и вскрывает для прилета молнии. У Тео остается 2 жирных стека, но оба стоят в ослепе, и оба в досягаемости хода друг друга. Искуска аккуратно уходит из-под радиуса действия Берса, и в финале махач происходит для ДТ руками оппонента. Забирайте машину! Документы, что хотите! Что ж, если с вами произошли всякие такие боечки, или ваш знакомый попал в непростую ситуацию, то смело присылайте ссылочку, не забывая рассказать о ключевых моментах. Ну и конечно же играйте в удовольствие!